Кто такие витуберы? Почему они такие? Почему большинство витуберов анимешные девочки? И кто скрывается под тайными аватарами? Хай! Я сама являюсь витубером и создаю витуберов, так что хочу об этом немножечко рассказать. Вы знаете, кто такие айдолы? Ну, вот эти красивые танцующие, поющие мордашки. Это люди, которые вроде бы исполнители песен, но настоящие фанаты знают, что самое интересное — это то, как они выглядят и ведут себя на публике. А еще интереснее, как они ведут себя в реальной жизни. С этим они с витуберами очень схожи. Витуберы, самые активные и популярные из них в нынешнем виде, являются произведениями японской культуры. После этого уже разрослось более массово. Поэтому большинство из них — это анимешные девочки. Как все просто, да? Почему аниме? Потому что в Японии и не только такой способ присвоить людей, даже и не людей, является самым популярным из-за своей милоты. А кто более миленький? Девочки-кошечки, девочки-собачки, девочки-коровки? Парням в этом деле сложнее быть популярнее, но только в японском комьюнити. Среди японской культуры большинством среди потребителей являются мужчины, а создатели контента – женщины, сугубо по моему наблюдению. Но есть комьюнити, где все не так однозначно. Возвращаемся к айдолам. Айдолы тоже являются продуктом японской культуры. Это и преимущественно милые девочки, но также есть и милые мальчики. Чуть менее популярные, но тоже очень успешные. Но есть и место, где культура айдолов разрослась сильнее и в какой-то степени более жутко. Это Корея. Тут есть все на любой вкус. И миленькие, и сексуальные, и плохие девочки, и хорошие мальчики, и наоборот. Люди идеализируют их до такой степени, что сводят с ума и себя, и айдолов, и всех окружающих. В Японии айдол — это по большей части персонаж, твой друг, приятная личность, которая имеет свою индивидуальность. Младшая сестренка или подружка. В Корее это же человек-идеал, буквально, который не имеет права на ошибки. Корейский айдол не должен сильно отличаться от остальных, поэтому витуберов можно сравнивать с японскими айдолами. Они такие разные. Сделать виртуальных айдолов — это была мечта Яго, основатель Hololive, чтобы витуберы нравились, и неважно, идеальные они или нет. Каждый из них обладает своими особенностями внешности и характера. Что мне нравится в японских витуберах? Внешность подбирается под характер и голос, а не наоборот, когда человек пытается подстроиться под миловидную внешность, как среди СНГ витуберов часто пытаются. Я как витубер и создатель витуберов одобряю подход Яго. Таниго мотоаки, то есть. Это одна из причин, почему витуберы Hololive стали такие популярные. Все-таки витуберы и айдолы должны быть супер привлекательными в любом случае. И должны любить. Это медийный продукт. Но есть и обратная сторона такой любви. Любимых айдолов могут и преследовать, отправлять жуткие посылки. И самое ужасное — прикладывать к айдолам руки. Иногда смертельно. Поэтому быть витубером намного безопаснее. Если никто не знает, кто ты в реальной жизни, она вообще существует, то такие неприятные встречи сведены к минимуму. Но многим таки хочется узнать, но кто же? Кто же за этими аватарами? Большинство из этих людей недоброжелатели. Они хотят разоблачить, унизить, узнать, есть ли у них пара или нет. Относятся к ним слишком пристрастно, хотя это просто производители контента, как и другие. Действительно, есть те, кто спекулирует на своей привлекательности, но такие есть и в реальной жизни. Таких, как правило, меньшинство, и они самые неискренние. Но и на это найдутся свои зрители. Есть также те, кто делает аватар схожим на себя и не скрывает свою личность. Таких меньшинство. И я одна из таких. Люди задаются вопросом: почему тогда не стримить или записывать видео со своим лицом? Потому что это не совсем одно и то же. Хочется просто развлекаться и развлекать людей, не привлекая такого пристального внимания к своей внешности. Это ощущается более комфортно, ты можешь быть более открытым, когда тебя не оценивают настолько пристально. Но также хочется оставаться самим собой, поэтому основные черты внешности остаются идентичны. Но также преимущество быть витубером — это в том, что ты можешь стать кем захочешь. Животным, инопланетянином, неодушевленным предметом или поменять свой пол и возраст. Смену голоса через программы никто не отменял. Ну или хорошую актерскую игру. В общем-то, такие фанатики также еще называются симпами.
могут быть и не только у популярных личностей, но и обычных жителей. Работяг это может произойти с каждым, но когда ты популярный, таких людей привлечь становится намного проще. Нужно быть с этим очень аккуратным. Также обращение к зрителям. Помните, что это все реальные люди, у которых есть свои чувства, жизнь. Любое неосторожное действие или слова могут привести к печальным последствиям. Вернемся к витуберам. Витубинг – это развлекательный продукт, но также это общение. Стример дарит эмоции, новый опыт, спасение от одиночества или скуки. В ответ зритель может отблагодарить финансово или своим вниманием, что даже более важно, по крайней мере для меня. Без контента нет зрителей, без зрителей нет контента, все взаимосвязано. Но развлекательный контент не может заменить реальное взаимодействие между людьми, и большинство знает это. Также не стоит забывать создателю контента, который может стать зависимым от своих зрителей. Никто никому ничего не обязан. Мы просто принимаем и отдаем столько, сколько возможно и хочется. В целом, и создатель контента, и зритель в какой-то степени хочет иметь место, где принимает твое увлечение. И витубинг – одно из таких мест. Витуберы создают образ, за которым может быть интересно наблюдать. В большинстве своем мы просто принимаем эту условность, что смотрим не на человека, а на персонажа. Тут многое зависит от того, кто является производителем контента. Я делаю вывод. Витубинг просто имеет отличающуюся форму, но суть ничем не различается у обычных людей и витуберов. Людям нравится видеть определенный образ, и он может быть физически воплощен разными способами. Кто сказал, что реальное лицо обязательно будет правдивым? Так как многие витуберы олицетворяют какого-то персонажа, хоть и не все, они обладают своими ярлыками или тропами, то есть обладают определенным набором характеристик. В этом нет ничего абсолютно нового, просто небольшая классификация. Это такие стереотипы о витуберов. Иногда они имеют место быть, хоть и не всегда соответствуют им. Приведу несколько примеров. Лоли, миленькая маленькая девочка, обладает полудетской внешностью и миленьким голосом, но не является ребенком. Мамочка или милф. Тоже женский образ, но более, так сказать, статный. Большая грудь и высокий, низкий, привлекательный голос. Сумасшедший или психопат. Витубер, который славится своим странным, даже пугающим контентом. Может быть вполне безобидным, но также встречаются и те, которые делают абсолютно жуткие вещи вне популярных площадок. Я их не смотрю, но я о них слышала. Славный парень. Твой друг или любовный интерес. Всегда добрый и чистый. Имеет милый и ласковый голос. Почти как Лоли, но парень. Гигачат. Но тут пояснений много не нужно. Это все самое маскулинное, собранное в одном. Огромный, с низким голосом и грубыми шутками. Папочка. Взрослый, не всегда понимающий современные тренды мужчина, но очень добрый и внимательный. Витубер-творец. Человек, который просто хочет делиться своим творчеством, но не хочет показывать себя и постоянно создает что-то новое. Может иметь любые черты характера и внешности. Существо. Витубер, который не является человекообразным, предпочитает быть чем-то иным, иногда загадочным или более понятным, как животное. Это всего лишь маленький список. Разновидностей может быть много. Они могут смешиваться с друг другом или не соответствовать ничему из этого. Внешность, как и голос, имеет большое значение для витуберов. Это их отличительная особенность. Мало кому приятно смотреть на плохо нарисованную модель, даже если ты хороший человек. Но также, если ты не можешь и пару слов выговорить и имеешь плохой микрофон, тоже никакая красота тебе не поможет. Как я уже говорила, если подбирается образ не под человека, а человек пытается впихнуть себя в этот образ, это выглядит довольно фальшиво и может отталкивать. Витубер может стать заложником своего образа. Конечно, его можно сменить, но фанаты, привыкшие к старому виду, могут быть не готовы к этому. Они привыкли видеть его только таким. И когда этот образ рушится, многие впадают в некое подобие траура. Конечно, это может происходить по разным причинам, но эффект остается тот же. Некоторые люди недолюбливают витуберов. И одной из причин негативного отношения к витуберам является, по моему мнению, когда витубер ведет себя слишком наигранно. Возникает диссонанс и непонимание, будто все это фальшивый цирк для заработка денег. Деньги, конечно, имеют значение. Благодаря ним можно приобрести новое оборудование. Многие покупают арты и прочее оформление. Еду, в конце концов, и зарплату для менеджеров, если это компания.
Но будь все это только ради денег, то видна была бы эта неискренность и усталость. Невозможно заниматься творчеством на протяжении многих лет насильно. Так что это как для денег, так и для себя, и для развлечения окружающих. Как, в общем-то, и в любой другой творческой профессии. Ютуберы есть как самостоятельные, так и являющиеся частью или маскотом компаний. В компании у ютуберов есть множество ограничений, потому что можно говорить и показывать. Ты не сможешь быть полностью свободным. Нужно придерживаться контракта. Даже нельзя выбирать игры для прохождений, ведь на них закупаются отдельные права компаний, или ты должен будешь проводить рекламный стрим с конкретной игрой. Ну и помогать тебе никто не будет. Все делаешь сам и покупаешь себе оборудование сам. Ты получаешь пиар, также твое лицо используют для концертов, мультиков и продажи мерча. Ну и дают тебе аватар. На этом все. Ютуберам-одиночкам приходится нелегко. Нужно себя продвигать, как-то пиарить. Приходится быть для себя и моделером, если нет денег, и менеджером, и пиарщиком, все остальное. Но зато у тебя полная свобода выбора, кроме незаконных действий, конечно. В любом случае, и те, и другие вкладывают усилия в свое дело. Но есть и ютуберы, созданные чисто ради денег. Хотелось бы рассказать о нейросаме. Вы уже о ней, наверное, слышаны. Полностью сгенерированный ютубер. Живо в ней только работа художника, также программный код. Ее внешность является милой аниме-девочка. Предполагается, что она такой и должна быть. Говорить миленьким голосом, петь песенки, но также она абсолютно рандомная, из-за чего она может сказать абсолютно жуткие вещи, что в связи с ее миленьким видом делает происходящее еще более комичным. Но все же у нее нет характера, так как это просто набор рандомных фраз, подобранных исходя из запросов. Любопытно, когда люди устанут смотреть на это. Ведь у такого ютубера нет личности, характера или истории. Он ничего не запоминает, что было в прошлом. Мне кажется, все-таки это важный параметр, ведь ее популярность только падает, а живые стримеры набирают обороты. Так что, надеюсь, все же это пока останется просто развлечением на пару часов, не более. Живой человек имеет для меня большее значение. Не знаю, как для вас. Итак, выводы. Все-таки ютуберы по большей части это творческие люди, которым нравится то, что они делают, и каждый имеет свои таланты и особенности. Это не просто так сесть, поставить аниме-лицо и ждать популярности. Даже Кидзуна была первой, а первой всегда является самым популярным. Если взглянуть на ее канал, то видно очень много проделанной работы. Не только самой Кидзуны, но и большой команды людей. Многие ютуберы прекрасно поют, играют на музыкальных инструментах, рисуют, делают 3D-модели, профессионально играют или танцуют, или просто имеют необычную харизму. Обычные инфлюенсеры тоже, ну хоть и не все. Но мне кажется, что ютуберам приходится прилагать больше усилий, чтобы достучаться до сердец. Все-таки еще многие люди имеют негативное отношение к ютуберам, так как для многих это все еще что-то непонятное и новое. Такие люди даже не пытаются разглядеть в этом что-то больше, чем просто внешний вид. Довольно грустно. Ну как раньше ненавидели всех за просмотр аниме или видеоигры, или что-то еще, а потом успокоились. Также, возможно, произойдет и здесь. Будем вместе наблюдать, какое будущее будет у этой части интернета. Ну а я пока что с вами прощаюсь. Иду стримить дальше. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-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 пока. Пока!